Так, тестирование блока питания на определение короткого замыкания. То есть добавление тока установленной величины. Ну, чтобы определить, например, короткое замыкание в какой-нибудь плате там телефона или ноутбука. В данном случае я не буду на плате показывать, а покажу именно вот на таком медном проводе, в который я, в принципе, устанавливаю на предохранитель у себя, который устанавливается во вторичной обмотке к диодного моста. Так. Будем его прозванивать не по первому блоку питания, а по плате преобразователя понижающей, так как там можно регулировать ток защиты. Так, сначала включаем его. Начнем. Так, секундочку. Начнем, например, как бы проверяя при напряжении 4 вольт. Так, у нас включен не тот блок питания. Надо включить вот этот светодиод, то есть плату преобразователя. Так, включили мы, чтобы у нас была возможность регулировки по току. Так, что будем? Будем с напряжения 4 вольт, так как у нас в основном, например, если например, мы хотим определить неисправность короткого замыкания, например, в телефоне. А у телефона обычно 4 вольта нужно при подключении. Ну, там, смотря какого узла, конечно. Но в данный момент я просто поставлю 4 вольта. Так вот. И установим ток защиты, да? В данный момент у меня тут 5 ампер. Поставим мы 1 ампер. Ну, вот так примерно. Не знаю, тут будет видно мне проволочку или нет. Ладно, будем здесь. Только не так я установлю его, а вот так вот. Чтобы было видно, что я проделываю, да? Да. Коротим на провод. А ничего у нас не происходит, потому что то ли контакта нету. А вот точно. Так, у нас вот 1 ампер показывает сейчас в данный момент. Будем увеличить, мы будем его расплавлять, этот провод. Так, опять устанавливаем. Добавляем 2 ампера. Видно, что прыгает, да, ток. С проводом пока ничего не происходит. Добавляем 3. При этом напряжение остается 4 вольта. Три 9. Ну, 4. 3 вольта. С проводом ничего не происходит. Добавляем 4 ампера. Стоять. 4 ампера включилось, с проводом пока ничего не происходит. Терпит. Добавляем еще 5. Ну вот, 5 ампер. Сколько у нас вольт? 3,94. Так, секундочку.
5 ампер. Вот контакт есть. С проводом ничего не происходит. 5 ампер выдерживает. Добавляем 6 ампер. Ну, сейчас 6 ампер-то поплавит. Тут, возможно, ток возрастет, потому что напряжение маленькое. Так, мы установили 6 ампер при 4 вольтах. Вот 7 ампер, 8 ампер. Провод просто держит накал. 8 ампер. 200, ну, прыгает, короче. Ну, выдерживает. Как спираль вроде бы как. Все, вроде как погорело. А нет. Ну, все понятно, да? Получается, что у нас... Мы установили его там 6 ампер, но у нас ток возрос, так как напряжение все-таки маленькое. Из этого, наверное, так плата срабатывает, что повышается ток. Это я вам точно не могу сказать, почему так происходит. По крайней мере, выдает ток сам. Во-первых, от сопротивления провода. Провод коротенький. Вот в данный момент уже упало до... Вот. Так вот. Все, перегорел. Короче, не выдержала душа поэта. Все. Дальше я протестировать, наверное, не буду. Почему? Потому как, если, например, ну, вообще-то могу еще последний, на этот блок переключимся и установим мы здесь это 4 вольта точно так же. Вот 4 вольта. Но у нас тут сразу ток возрастет до 9, до 8 ампер. Возможно, даже и вообще предохранитель выбит, потому как тут нету тока защиты. И, скорее всего, предохранитель выбит. И потом мы посмотрим. И все потом видео заканчивается. А, я забыл подключиться. Так, все. 4 вольта. Ну, коротенький провод, конечно. Что-то 7 ампер. 1,7 вольт. Так, предохранитель сгорел. Ну все, провода нагрелись, тепленькие стали. Предохранитель верхний сгорел. Сейчас мы и поглядим. Видите, горит зеленый. Деление двойка, вот двоечка. Это по вторичной обмотке. Так, все. Кому было интересно, ставьте палец вверх. Кому не интересно, палец вниз. Ну, все. Всем пока.